Еще такой небольшой совет по продлению жизни исписанных кистей. Не выбрасывайте стертые кисти, и их можно еще немножко достать из оправы. Там, как правило, есть до сантиметра, до 1,5 сантиметра, даже в больших кистях, непроклеенного волоса, синтетического или щетины. Вот берем нож и очень аккуратно, не пораньтесь, смотрите, не пораньтесь, прорезается в зависимости от размера, опять же, кистей. Вот в данном случае тут порядка сантиметра. Вынимается, вырезается, отгибается и пассатижиками или пальцами отгибается, ломается. Этот алюминий очень легко снимается. Пассатижиками обламываем заусенцы, обжимаем их, и у вас получается еще достаточно кисть в рабочем состоянии, которая послужит вам еще какое-то время, пускай не на самых тонких работах, но на черновых. Тем же способом удлиняем круглые кисти. Вот у нас получается замечательный инструмент, который мы задействовали уже на 200%. Вот теперь еще маленький небольшой совет. Часто кисти выпадают из патрона, железного патрона. Чтобы это предотвратить, достаточно пробить небольшую дырочку с двух сторон гвоздиком или шилом проколоть. Вот. Просто несколько ударов, и все. Она уже не выпадет никогда. Я не понимаю, почему это не делают на предприятиях сразу, но тем не менее. Вот. Иногда еще выпадает прямо вся щетина. Часто в недорогих щетиновых флейцах тоже такое случается. Вытираешь кисть, и она вытягивается из патрона. Точно так же можно пробить только в том месте, где у нас клей, подальше немножко от края, пробить несколько ударов, обжать пассатижами, и кисть у вас уже никогда не вылезет. Так, теперь, как и обещано было, расскажу о том, как делать так называемую драную кисть для работы, для прописывания листвы, травы и так далее, и так далее. Берется совершенно недорогая кисть, нейлоновая, строительная, они копеечные, по-моему, от 10 рублей на рынках и в магазинах строительных они продаются. Вот так вот вычленяется какой-то сегментик этой кисти, в зависимости от той формы, какой вы хотите придать кисти, вырезается ножницами. Вот следующий сегмент вырезается. Этими кистями очень удобно набрасывать листву, кустарник, кущи какие-то, гущи лесные. И делается это все очень естественно. Получается, в отличие, иногда художники пользуются поролоном, тряпкой, веником даже листву, по-моему, набрасывал. Брал старый веник исписанный, обмакивал в краску и набрасывал листья. Эта кисть очень естественно кладет листву, только нужно не забывать немножко прокручивать рукой, чтобы не было штамповки такой вот. Немножко играть рукой, и получается, можно добиться очень естественных результатов, и скорость неимоверная прописки работы, прописки зелени какой-то, фактуры.
Кисти эти дешевые, можно экспериментировать сколько угодно с любыми формами. Точно так же их не нужно мыть. Закинул в банку с маслом вместе с остальными кистями. У вас всегда под рукой, в отличие от поролона, который нужно всегда выбрасывать, тряпки, это у вас всегда под рукой рабочий инструмент со своим характером, который вам известен. Вот, кстати, вот здесь тройной, но мы можем вырезать еще сегмент изнутри. Вот вы сейчас видели только что еще в середине вычленить ворс и точно так же вырезать, получится как бы шестиостроконечный инструмент. Вот мы видим, как мы вычленили из середины ворс, вырезали его. Вот. Кисть это, естественно, в живописи непригодные вот эти кисти, но в таком использовании очень даже хорошо себя показали. Я думаю, вы найдете применение этой кисти, пользуйтесь. Ну все, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, будет еще много интересного. Задавайте вопросы в комментариях, постараемся ответить. Счастливо!